Ну то, мои юные друзья, представляю вам четвертую колоду. Название «Таро нейроведьмы и деда» номер 4. Гуглите в этом, как его называется, на Авито ищите, на Озоне, на Wildberries. Я сам не продаю, но вы можете взять на Бусти макет, он профессиональный, можете распечатать, можете продавать, зарабатывать на ней можете. Я не против. У меня разрешение там на продажу этой колоды спрашивать не нужно. Все авторские права мои, я их никуда не перепродам, не отдам, не подарю и так далее. Поэтому не бойтесь, что кто-то вам скажет там за авторские права. В какой бы стране вы ни находились, можете эту колоду пользовать. Как себе распечатать, да, так и на продажу. Те, кто хотят продавать, чтобы у вас было, как говорится, тютелька в тютельку, картон 350, матовая ламинация 125. Размер 76 на 126, это если с рамками. А так она 70 на 120. Это если, как сказать... А зачем говорить? Там макет профессиональный, там не нужно будет спрашивать размер, там уже просто готов к печати. На флешку скидываете, скачиваете и относите в типографию. То есть там все под ключ. Итак, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Сегодня какую правду ты узнаешь? Короткий расклад, потому что длинный вы перестали смотреть, а так же, как и обратную связь, больше не оставляйте. Но зато этот расклад для тех, кого я, как говорится, знаю по комментариям. Итак, давайте начнем, испробуем эту колоду. Итак, единички. Первые две карты сигнификация, остальные парно читаем. Что сейчас в твоей жизни происходит? А ты сейчас на пороге перемен, которые уже начали раскручиваться, прям вот, как сказать, вопреки твоей воле. Сейчас все вокруг шатается, как будто вот земля под ногами у тебя двигается, а ты пытаешься уловить вот эту точку опоры новую. И вот эти изменения, они связаны вот с чувствами. Вот как объяснить по-другому? С чувствами. Тебе или предложение пришло, или вот сообщение, которое у тебя, как сказать, душу твою приподнимает, вдохновляет. Но пока не ясно, как его реализовать, это все. И ты колеблешься между вот этим момент ловить или подождать, пока все, как говорится, устаканится. И внутри волнение, но и страх потерять контроль тоже есть. Ты шанс получишь начать что-то с нуля в отношениях. Но старая логика, она тебе подсказывает, что типа цепляйся за старое, за проверенные дорожки. А на деле тебя выносит потоком событий, и сопротивляться просто бесполезно. Остается только адаптироваться к новым условиям и, конечно же, учиться видеть возможности там, где ты их сейчас не видишь. Так какую правду ты скоро узнаешь? А ты просто поймешь, что попытки вот держать все под контролем, они только тебя тормозят. Прямо сейчас ты как человек, который вот крепко держит кошелек в кармане, да, и боится его выпустить, как на картинке. А вокруг уже рушатся планы. И нужно действовать быстро. Правда в том, что твоя стратегия вот это копить, сохранять, не рисковать, это все ведет к застою. И скоро придет такая ситуация, где надо будет бросить якорь. Понимаешь?
Бросить якорь, как говорится, и плыть за потоком, да? Вот такая вот туфтология от меня. Тебе предложат участие в каком-то вот проекте с неочевидным результатом. Понимаешь? Плюс мужчина твой потребует решительного шага. И ты просто увидишь, что безопасность твоя вот эта, она эфемерна, иллюзорна. Чем сильнее ты цепляешься за этот сундучок, за стабильность за свою, тем больше теряешь шансов. И придется выбирать между вот этим держать этот сундучок, да, или отпустить, чтобы получить больше. Это не про слепой риск, нет. Это, знаешь, про твою расчетливую гибкость, которую ты давно-давно позабыл. Какой совет? Новым чувствам и идеям откройся. Но ставь их не абы куда в подвешенном состоянии, да, а на твердую основу. Ты вот хочешь начать отношения, хочешь начать новое дело, вот не гонись за скоростью, сразу за все не хватайся. Позволь эмоциям прийти, но сразу план пропиши. Какой бюджет, какой график, какие конкретные шаги. Если это про работу, да, то вдохновение твое должно подкрепляться цифрами. А в отношениях романтика, она же не отменяет вот этих вот разговоров честных про границы личные. Сейчас для тебя важно не нырять с головой и в то, и в другое. Я и про новую твою задумку, и про отношения говорю. А вот постепенно фундамент строить. Встретила вот этого, как его, человека, слово человек забыл, докатился. Встретила человека, да? Не сливайся в порыве. Наблюдай, как он там тебе розетку чинит хотя бы. Потому что ты как делаешь? Вот я тебе объясню, почему я так говорю. Какая у меня картинка о тебе. Ты с головой вливаешься, киваешь, борщи варишь, а он ни хрена в ответ. Вот не сливайся так. Сразу говори, как бы ты его не любила, как бы ты ему не хотела сделать приятно. Вот первое вот время, это самое важное время. Попроси, даже если тебе не надо ничего чинить, попроси починить эту розетку. Понимаешь, должно быть равноценный обмен, иначе ты опять, как в прошлый раз, нырнула с головой, он насрал и укатил. Ты поняла, какое слово я хотел сказать. Вот, поэтому розетку. Еще ты бизнес задумала. Сначала тестируй на малой аудитории. И, конечно же, себе мечтать позволь. Но каждую мечту превращай в список действий. Воды достаточно, но пить нужно маленькими глотками, а то горло простудишь, понимаешь? Все ты понимаешь. Давай перейдем к второму варианту. Батюшки-святушки, двоечки. Тут даже вот трактовать не нужно. Что в твоей жизни происходит? Два короля в твоей жизни происходят. Один активный, горячий, там с идеями, с напором. Он зовет тебя на авантюры, обещает, как говорится, эмоции. Но второй надежный, но для тебя он немножко скучный. Он стабильный, с деньгами, с планами, и он дает ощущение безопасности и комфорта. И оба хотят внимания от тебя и времени. И ты пытаешься угодить обоим, но силенок-то не хватает. Один требует действий здесь и сейчас, второй ждет твердых обязательств. Второй, он, как сказать, он семью хочет, а как я по-другому скажу? И ты вот мечешься между ними, как между огнем и льдом. Почему? Потому что один драйв, там эмоции, все вот это вот бушует, а второй скучный, но надежный.
И при этом ты сама не понимаешь, чего ты хочешь. Ты запуталась вот в этих всех ожиданиях и в своих чувствах. Параллельно ты пытаешься сохранить лицо перед этими подругами, которые уже заметили твою вот эту нервозность. И ситуация выматывает. Но признаться в этом ты боишься. Внутри растет напряжение. Пора определяться, а ты время тянешь, надеясь, что все само решится. Но так не будет. Потому что какую правду ты скоро узнаешь? Что один из них тебя использует. И не просто там флиртует или играет, или просто компот, да, а сознательно манипулирует тобой. Тот, кто вот красивые слова про чувства говорит, он на самом деле выгоду ищет. Деньги твои, связи, самолюбие просто потешить. Второй, он окажется честней, но ты его уже оттолкнешь своими вот этими метаниями. Правда вскроется резко. Случайное сообщение на телефоне, разговор с общим знакомым, твоя собственная вот это все наблюдательность. Ты увидишь факты и просто не сможешь их игнорировать. И больно будет, да, потому что ты вложилась в это все, в эти отношения с этим человеком. Но главное, ты поймешь, что ты сама создала эту кашу. Я не буду по головке тебя гладить, тем более ты двоечка. Ты позволила двум мужикам тянуть тебя в разные стороны. Не дала четкого отказа вот ни одному из них. И придется разгребать последствия. А вывод тут простой: нельзя сидеть на двух стульях. Чего я тебе по-другому скажу? Либо выбор, либо одиночество. Третьего не дано. Так как ты двоечка, я тебе выскажусь без карт. Выбирай рутину. Ну, я имею в виду тот, который надежный, он не пользует тебя. Ай, совет какой, метаться перестань. Чего тут даже тут трактовать-то не нужно. Возьми паузу, вот неделю без встреч с ними. За это время проверь факты. Посмотри, кто звонит, кто пишет, кто встречи ищет, кто над жалость давит, кто шантажирует, кто молчит. Мужчина молчит в двух случаях. Манипуляция или ты нахрен не нужна. Третьего тоже не дано тут. А вот после этого честно себе ответь, кто из них уважает твое время и твои границы. Вот с тем и оставайся. Если оба этот, как его, тест провалили, связи рви. Ты достаточно сильная, чтобы быть одна. Деньги и статус — это не замена уважению. Страсть — это не замена надежности. У себя порядок в голове наведи. Я вообще не ожидал то, что у тебя выпадут такие карты. И сама для себя напиши список, что ты хочешь от отношений. Не вот этих общих фраз, да, которые вот я часто в магическом чате спрашиваю, чего хотите. Любви, чтобы любил, чтобы холил, лелеял. Это все бред. Конкретно напиши. Чего ты хочешь от отношений? Сколько раз в неделю видеться? Как решать конфликты между вами? Какие обязательства у вас двоих? Сколько он тебе денег должен, не должен? Ты самостоятельно, не самостоятельно? И вот этот список покажи тому, кто останется. Начнет торговаться или обесценивать, сразу прощайся. Твоя жизнь — это не рынок, где торгуются. Выбирай того, кто выбирает тебя целиком, а не вот эти удобные кусочки тебя и части тела. И не бойся ошибиться, лучше действие, чем застой. Что я тебе тут могу сказать? Тут второй вариант даже трактовать не нужно было. Мне хотелось вот сказать, вот, все, ремня тебе на. И давайте перейдем к третьему варианту. Вот так и хотелось сказать. И давайте реально перейдем к третьему варианту.
Троечки затейницы. Что сейчас в жизни происходит, тут опять же трактовать не нужно. Ты сейчас жонглируешь всем подряд, делами я имею в виду. Пытаешься удержать несколько вот этих часиков в воздухе, да, несколько шаров. Но ты уже на пределе. Ты уже ощущаешь давление с разных сторон. Работа требует времени, личные дела не ждут, финансы тревожат, мужик хочет тоже внимания. И при этом внутри у тебя полное затыкание ушей и закрывание глаз. Ты знаешь, включаешь режим страуса. Хоть он на самом деле и не сует голову в песок, да, но ты суешь. И вид делаешь, что все контролируешь. Снаружи так все, как будто ты справляешься, да, но внутри-то тревога растет, и злость растет от того, что ты решить не можешь, за что хвататься. И мечешься вот ты между вариантами, откладываешь выбор, потому что боишься ошибиться. И это приводит просто к застою. Ты на месте топчешься, тратишь свою энергию впустую, шансы упускаешь. И что самое противное, ты не готова признать, что нужно остановиться и что-то одно взять, а не пытаться тянуть все везде и сразу. В итоге что? Ты на месте стоишь, а силы уходят. Результат нулевой. И накручиваешь себя мыслями о том, что надо везде все успеть. Но реально ты ничего не успеваешь. Что начинаешь? Злиться начинаешь на тех, кто там не помогает. На себя начинаешь злиться за то, что ты не справляешься. И это у тебя замкнутый круг. Усталость, она мешает ясно мыслить. А твоя нерешительность, она копит проблемы. Какую правду ты скоро узнаешь? А ты поймешь, что тебя используют и кому ты доверяешь. Речь про, вот как сказать, про кучку людей. Коллективная работа, так скажем, да, совместный проект с подругами. Ты вкладываешься по полной, а другие вид делают, типа я участвую. А правда будет через факты. Цифры в отчетах, невыполненные обещания, нелепые отмазки. Вот это все бред. И ты просто увидишь, что твой вклад, он реально двигает дела, остальные просто вот паразиты. Вот, а как я скажу тебе по-другому мягко? Паразиты. Они паразитируют на твоих усилиях. И это будет жестко. Ты прям почувствуешь себя обманутой, потому что ты верила в этот подружкинский дух, командный дух, взаимопомощь, мы твои подружки. Да пошли бы они в огород картошку копать. Еще правда откроется о твоих иллюзиях о них. Ты надеялась, что там все исправится само, что люди там одумаются, что не придется там их от себя оттарабаньковать. Новое слово. Оттарабаньковать. Вот. Ну, у нас кураптоновский с тобой язык секретный, поэтому есть такое слово. Но знаешь, факты они покажут, что ты сама себе врешь сейчас. Из-за страха поссориться с подругами. Еще раз повторяю, у женщин, если ей предлагают вместе чем-то заняться, подруг нет. Есть одна, которая с детства. Все. А вот эти вот знакомые знакомых, давай мы с тобой, и в итоге это паразиты. Я тебе не понаслышке говорю, паразиты. И прозрение твое придет через конкретный случай. Вот эта вот подружка сорвет встречу, сорвет сроки, а тебе придется разгребать последствия. А подружка, она ни при чем. Она на ноготочках была. Вот взять бы швабру и трындыкнуть ее. И ты просто увидишь истинное лицо вот этих мразей, извини меня за выражение. Без масок и без красивых слов. Больненько тебе будет, да, но зато даст четкость в голове. Ты перестанешь тешить себя вот этими сказками и будешь смотреть на вещи трезво. Какой совет? Соберись и вперед двигайся. Несмотря ни на что. Всех оттарабаньковай от себя. Не жди там то, что они тебе помогут, то, что они что-то сделают. Начинай действовать сейчас и сама.
Выбери вот направление, да, и не пытайся все охватить. Закрой вот текущие задачи, да, берись за новые, но не сразу, то есть пока не закончились текущие задачи, браться за новые, а вот именно, как я говорю, одно закончила, взялась за другое, одно закончилось, взяла за другое. Перестань тянуть этих ня, плохих подруг. И просто выясни, где вы стоите сейчас. Не сиди в этой позиции наблюдателя, потому что это засасывает, это лишает сил, особенно их вот эти красивые речи. Мы же подружки, уси-пуси, да я тебя поцелую. Шваброй по мордаснику и все. Понимаешь? И по сторонам смотри. Сейчас вокруг тебя дофига шансов, которые ты игнорируешь из-за усталости, из-за страха конфликта. Понимаешь? Тебе нормальные люди предложили помощь, а ты отказалась из гордости. Иди подружки тебе сказать, зачем? Мы сами все. Да ни хрена, посмотри, что они сделали. Да ничего. Сейчас для тебя время активных действий. Продумай 3 шага и сделай первый прям вот с утра. Не отвлекайся на эмоции. Вот эти вот злость, обида, твои подружки, они мешают только. Но при этом не игнорируй свои желания. Если внутри протест против какого-то дела, не ломись через силу. Выдохни, подумай, что для тебя критично, да, а как сказать, что можно отменить, посмотри. Не зарывайся вот в рутину. Ставь, как говорится, таймер на задачи и на отдых. И сидеть и ждать у моря погоды — это не твой вариант. Потому что сидеть и ждать — это самый верный способ все про этот, без мата, профукать. Понимаешь? Все ты понимаешь. Подружек нахер и бери нормальных людей в команду. Все. Сегодня у нас такой был короткий расклад. Я надеюсь, что ты меня услышала. И помни, что я всегда с тобой рядом.